Всем привет! Меня зовут Костя, я техлид в Hello Lab, и сегодня мы поговорим про системы и их границы. А еще про то, какие бывают проблемы на границах систем, и какие бывают проблемы при взаимодействии систем, и как контракты и интерфейсы помогают эти проблемы решать, иногда создают новые проблемы. Да, тема довольно абстрактная, она такая общая, можно сказать. И доклад больше про идеи, концепции и общие подходы, а не про конкретные шаблоны и алгоритмы. Но я бы не расстраивался на вашем месте, потому что, как показывает практика, даже довольно абстрактные и общие идеи очень часто помогают посмотреть на проблему под новым углом и нащупать какие-то новые пути решения. Иногда даже нестандартные. Вот. Начнем мы с определений. Такая не самая, наверное, веселая часть, но важно определить, о чем мы вообще будем говорить. Говорить мы будем про системы, в основном околокомпьютерные, но не только. Поэтому важно сказать, что под системой будет пониматься довольно абстрактная, опять же, вещь. Практически любой набор взаимодействующих друг с другом компонентов, который объединен в какую-то штуковину, у которой есть явно очерченные границы, мы можем называть системой. Вот так вот. Важно, что эта система не примитивна, то есть у нее есть вот эти внутренние части, и, в общем, на нее интересно смотреть. Примеры подобных систем, например, компьютер, вполне себе система. Программа тоже может являться системой, и даже программный модуль отдельный, это тоже такая небольшая система. Человек, вполне система. Сложная очень. Очень сложная система, отдел разработки. И система чуть попроще, это команда разработки. Но тоже все еще очень сложная. Да, то есть прям совсем разные системы могут быть, и все эти разные системы, мы на них немножко посмотрим в рамках этого доклада. Вот. Здесь виден пример системы, то есть вот эта вот желтая штуковина — это система с границей четкой, и внутри этой системы есть те самые элементы, ее составляющие. Довольно часто системе приходится взаимодействовать с другой системой или с другими системами, и вот здесь есть еще одна система, опять же, с внутренними действующими частями. И во взаимодействии обычно задействован отдельный слой. Вот он здесь таким сереньким показан. И стрелочки демонстрируют, что системы через этот слой как-то друг с другом взаимодействуют. Иногда вот этот слой взаимодействия между систем становится настолько сложным, что его можно считать отдельной системой. Интересный пример, который мне пришел в голову, это система электропередач. То есть изначально был там условный какой-то примитивный генератор, была лампочка, и от генератора к лампочке шли провода. И провода — это было все, что обеспечивало взаимодействие системы лампочка и системы генератора. Когда электрическая система максимально усложнилась до того уровня, который вот есть сейчас, то есть там есть атомные реакторы, есть колоссальные большие города, которые нужно запитывать. Сама по себе система передачи энергии стала просто очень-очень сложной. И несмотря на то, что изначально это был просто вот тот самый слой взаимодействия, он превратился вполне себе в отдельную огромную сложную систему. Вот. Также у нас будут участки систем, вот, которые здесь попадают внутрь этого серого прямоугольника, которые мы в рамках этого доклада будем называть границами. Здесь есть немножко
двойственность, то есть у самой системы есть внешняя граница, но в контексте этого доклада мы будем говорить про границу системы именно в контексте области взаимодействия. То есть та часть системы, которая участвует во взаимодействии с другой системой или с другими системами, мы будем называть границей. Вот. А эти границы, здесь она довольно узкая, чисто визуально, но они иногда могут довольно глубоко проникать в саму систему, и мы потом тоже на некоторых примерах посмотрим, как это может влиять на взаимодействие и на систему саму. Вот. Часто бывает так, кстати, что весь этот слой взаимодействия, вот серенький, он на самом деле целиком внедрен в систему или в обе на уровне границ. И пример, который из реальной жизни можно вспомнить, это заправка. То есть, если рассматривать заправку как систему и автомобиль как систему, то в данном случае взаимодействие — это процесс заправки автомобиля, и вот этот слой взаимодействия — это место для машины, куда машина становится, терминал, через который происходит оплата, и заправочный шланг. И все это, по сути, является частью заправки. То есть это не отдельная система снаружи, а часть существующей системы. Такой вот пример. Так, а теперь мы немножко разберем более конкретное определение. То есть у нас есть понятие системы провайдера. Это система, которая предоставляет свои возможности другой системе. Есть система клиент. Это система, которая пользуется услугами системы провайдера. Есть интерфейс, это набор условных ручек, с помощью которых система клиент добирается до системы провайдера. И есть контракт, очень важная штука. По сути, это договоренность о том, как нужно взаимодействовать с системой. Контракт тоже, как я уже сказал, важная штука, и она может пониматься довольно в общем смысле. То есть это может быть официальная договоренность, прописанная. Это может быть неофициальная договоренность, как бы предусматриваемая. И мы тоже разберем чуть позже на примерах, как это работает и как некоторые аспекты этого могут выстреливать нам в ноги. Да, вот пример из реальной жизни, который мы уже озвучивали частично, это как раз автозаправка. И в данном случае система клиент — это автомобиль, система провайдер — это автозаправка, а сама интерфейс, если сильно упростить, то это горловина топливного бака, топливный пистолет, система оплаты. И контракт в этом случае мог бы звучать так. После того, как я оплатил бензин, либо топливо, назовем более общим словом, через топливный пистолет зальется столько топлива, сколько я оплатил. Такой очень-очень примитивный контракт. Пример, который, наверное, чуть ближе к нам, к разработчикам и к нашей разработнической жизни, это вот мышка. Причем мы здесь рассмотрим только маленький аспект взаимодействия с мышкой, скролл. Система провайдер в данном случае будем рассматривать, это компьютер, ноутбук, например. Система клиент — это человек. И мышка в данном случае — это интерфейс. Контракт в этом случае такой, можно его упрощенно так озвучить. Когда я кручу колесико скролла на мышке, либо там глажу эту поверхность маковскую, в текущем окне скроллится документ в области прокручивания. И вроде бы контракт звучит довольно логично, не противоречиво, но здесь есть некоторые упущенные моменты. И, например, один из таких моментов — это направление скролла. Те, кто переходили с Windows на Mac или наоборот, сталкивались, скорее всего, с тем, что направление скролла там на Mac по умолчанию настроено задом наперед, можно так сказать. В общем, в обратную сторону. И
как бы если это явно не описано в контракте, вот в том самом, у человека возникает фрустрация. Типа, что происходит, непонятно, почему все наоборот. Еще кусочек контракта, который явно человеку не описывается, это вот скорость и акселерация прокручивания, и даже не всегда понятно, где это настраивать. И еще есть важный аспект в контракте, это какое-то нештатное поведение. То есть, например, я кручу мышку, а документ не прокручивается. И что делать? Ну и варианты там. Зарядить мышь, переоткрыть документ, перезагрузить компьютер, поменять профессию. Вариантов, в общем, много. Но суть в том, что у системы клиента есть определенное негласное ожидание к системе-провайдеру. И вот это как раз тот случай, когда кусочек контракта, он такой неявный, он предусматривается. И когда этот кусочек не выполняется, система-клиент недовольна. Поэтому можно сделать такой вывод, что в формальных описаниях систем, ну, понятно, что мышка к таким не относится, мы будем больше говорить про программные системы, но в целом, когда мы пытаемся формально описывать системы, все вот подобные ожидания очень желательно выносить в контракт, чтобы не было неожиданностей, чтобы не было больно. Ну, естественно, если система провайдера вообще в состоянии удовлетворить такие части контракта, потому что нет смысла прописывать или требовать от системы провайдера то, что она в принципе не может дать. Еще один пример из программистской жизни, ну, точнее, да, теперь уже совсем из программистской жизни. Мышку можно было отнести и к дизайнерской. В далеком прошлом к участку памяти обращались по адресу, и в коде это выглядело вот примерно как на экране там показано, довольно страшно, неудобно, непонятно. И сейчас мы обращаемся обычно к участку памяти через переменную с удобным, ну, если нам повезло, с тем, кто писал код, с удобным именем. И здесь интересно посмотреть, да, вот какие системы задействованы в таком взаимодействии. То есть я бы сказал так, что эти системы, одна из систем — это разработчик сейчас, вторая система — это разработчик в будущем. Возможно, тот же самый, возможно, другой. И основной момент здесь в том, что мы говорим не про удобство компьютера, а про удобство именно вот этих задействованных систем, то есть программистов тех самых. И адрес памяти — это явно неудобный интерфейс для взаимодействия с переменной, с участком памяти. И более удобный вариант — это имя. И вывод можно сделать такой, что контракт желательно по возможности делать удобным для системы клиента, то есть для программистов в будущем. И если немножко обобщить, можно еще сказать, что в современных системах, к сожалению, это соблюдается далеко не всегда. Те, кто пытался разбираться там в сложных API каких-нибудь сервисов, знают, что там часто черт ногу сломит, и все очень сложно и запутано. И это может быть... Иногда это может быть из-за объективной сложности системы провайдера, но иногда бывает так, что просто плохо продумали контракт, и он получился сложным, запутанным и неудобоваримым. Опять же, важно сказать, что выбор имени переменной, компьютеру от этого не жарко и не холодно. Но сам вот выбор, процесс выбора имени — это тоже такой маленький контракт между программистом сейчас и программистом потом. Контракт здесь мог бы звучать так: в будущем я открою этот код, посмотрю на имя переменной, и мне не нужно будет искать все места ее использования, чтобы понять семантику. И если этот контракт выполняется, то, в общем, программист сейчас хорошо сделал свою работу, и программист в будущем будет доволен. Есть более такой формальный вариант контракта, это naming convention, когда переменные называются там прям по определенным принципам, но эта штука довольно гибкая, она тоже позволяет много чего делать нелогично, поэтому пространство для интерпретации и полета фантазии здесь остается очень большим, и очень важно держать в голове вот этого второго участника контракта из будущего. Один из выводов, который я бы здесь сделал, в том, что уже установленные контракты важно соблюдать, и особенно важно это там, где есть человеческий фактор.
Мы можем пересматривать контракты, но это часто требует много усилий. Так, да, теперь вот прям совсем программистский пример. Прямо сейчас будет код. Это такой псевдокод, джаваскриптовый, можно сказать. Просто посмотреть, о чем мы говорим. Это небольшой программный модуль, который постулируется, что он позволяет загрузить некоторые настройки через функцию load settings, сохранить их через функцию save settings и получить текущие настройки через get settings. Опять же, этот модуль экспортирует вот эти три функции в виде своего интерфейса, и внутри себя он там, как мы видим, подключается к Redis, загружает эти настройки из Redis, сохраняет их в Redis. Здесь в целом довольно много проблем, несмотря на то, что кода мало, так часто бывает. И есть, в принципе, много шаблонов проектирования, которые можно здесь точечно применить и все исправить. Но вот довольно интересно посмотреть на эту штуку с точки зрения контракта систем. То есть система клиент в данном случае это модуль, который будет использовать этот модуль, система провайдер сам этот модуль. И вот с точки зрения взаимодействия этого модуля как бы мимо официального контракта, мимо экспортируемых функций, мы можем видеть, что, во-первых, модуль что-то инициализирует, когда мы просто его подключаем. То есть при импорте этого модуля уже происходит там подключение к Redis, например. В контракте напрямую обычно такое не прописывается, и, в общем, мы этого не ожидаем от модуля в общем случае. Еще инициализация использует переменные окружения, то есть автоматически это означает, что эти переменные окружения должны быть объявлены. Если они не объявлены, то ничего не получится. И это тоже такая скрытая часть контракта этого модуля, которая в экспорте никак явно не описана. Еще этот модуль использует другие модули. В данном случае логгер. Мы рассматриваем именно локальные модули. И еще модуль логирует что-то в консоль, вот здесь через консоль лог, и дополнительно через какой-то таинственный подключенный модуль. И, кстати, у этого подключенного модуля могут быть те же самые проблемы, что у этого модуля. Поэтому это, возможно, такая целая цепочка веселостей нас ожидает. Все это порождает какие сложности? Давайте разберем. Во-первых, этот модуль нельзя повторно проинициализировать, там для какого-то тестирования, например. Во-вторых, он подключается к Redis просто при первом импорте. И интересный момент здесь, что точный момент подключения мы никак не контролируем, потому что импорты могут разруливаться под капотом довольно по-разному. Еще этому модулю нужны переменные окружения, вот те, которые здесь объявлены, он без них работать не будет. Опять же, что-то пишется в лог, что-то потенциально пишется в какой-то сервис. Модули зависимости, как я уже сказал, тоже могут иметь какие-то подобные скрытые кусочки контракта при подключении. Если этот модуль рассматривать как систему, то границы такой системы оказываются очень широкими. Вот если помните на схеме, граница — это кусочек системы, который участвует во взаимодействии. И вот здесь эта граница прям широкая-широкая и довольно-таки размытая. И такие границы сложно описать, и сложно, а часто невозможно контролировать извне. В принципе, все эти моменты можно было бы прописать в контракт модуля, в явный контракт, но такой контракт выглядел бы тяжеловесно, пользоваться им было бы неудобно. Поэтому давайте подумаем, что можно сделать, чтобы максимально упростить контракт. Вот те самые скрытые пункты, которые модуль... о которых модуль говорит нам не через экспорт, а как бы на фоне. То есть, по сути, вообще не говорит, просто делает. Что мы можем сделать? Во-первых, мы можем вместо инициализации при подключении модуля инициализировать все в функции. В данном случае в функции. Можно было выбрать классовый подход, объектный, но в данном случае просто через функцию. Вместо неявного подтягивания параметров окружения мы передаем в явном виде в эту функцию конфигурацию.
И, здесь это псевдокод JavaScript. Понятно, что в идеале это надо писать на типизированном языке, чем-то типа TypeScript, например, и мы будем знать типы всех этих настроек. Вот. И логгер тоже передается в виде явной зависимости, то есть у нас нету какого-то таинственного модуля, у нас есть четкий объект с описанным интерфейсом, опять же, когда у нас здесь будут типы, мы будем знать интерфейс этого модуля, и мы знаем, что все логирование происходит через этот заранее проинициализированный объект. Понятно, что при этом часть ответственности сбрасывается на модуль клиент, на систему клиент, в частности, там, дать конфиг, дать готовый модуль и подобные штуки. Но плюсы, мне кажется, очевидны. То есть мы видим, что есть функция инициализации, которая явно экспортируется, и мы видим, что после инициализации мы можем использовать уже конкретные функции. И в общем-то, взаимодействие с внешним миром, кроме как через переданные параметры в init, не происходит. В чем-то это близко к функциональному программированию, но, опять же, здесь интересно смотреть на это все через призму вот этих контрактов в данном случае, между программными модулями. Это все еще не идеальное решение, надо сказать, потому что сам Redis Connection тоже в идеале нужно передавать как уже готовый инициализированный объект, но оно точно лучше, чем то, что было. Вот. И как вывод можно сказать, что максимальное упрощение контракта, в данном случае контракта модуля, и значит сужение той самой граничной части системы, может приводить к решению большого количества архитектурных проблем, если правильно это делать. Вот. Давайте посмотрим следующий пример. У нас есть клиент-серверное приложение. Есть фронтенд и есть бэкенд. И бэкенд с фронтендом общается через какой-то API. По сути, API — это контракт, который сервер предоставляет клиенту. И контракт в данном случае — это вот описание API ручек и правил использования. И что здесь интересно, что могут быть довольно хитрые, скрытые правила использования ручек некоторых. И важно, чтобы эти правила все-таки не были скрытыми. Но, опять же, из моего опыта часто оказывается, что про это забывают. Например, некоторые ручки могут требовать авторизации со всеми сопутствующими спецэффектами. То есть нужна предварительная авторизация, нужно передавать какой-то токен в виде определенного хедера, и все это должно быть формально описано в контракте взаимодействия бэкэнда и фронтенда. Какие-то другие ручки могут требовать предварительного получения какой-то информации. То есть перед тем, как мы дергаем ручку B, мы должны обязательно дернуть ручку А. Это тоже по-хорошему надо формально указать в контракте. Есть такое понятие, как rate limiting. Это когда бэкэнд не позволяет одному и тому же клиенту слишком часто дергать определенные ручки. Это тоже важно описывать в контракте. Есть разные коды ошибок, причем эти коды ошибок могут быть описаны, это могут быть как HTTP коды ошибок, так и какие-то кастомные коды ошибок, возвращаемые в ответе. И это тоже очень важно прописывать в контракте. Могут быть разные протоколы, разные форматы ответа, тоже часть контракта. И в целом вот видно, что такой контракт при взаимодействии сложных систем, он может быть размазан по большому количеству слоев. И важно про все это знать. То есть важно описывать это все формально. И опять же из опыта, что может происходить, если какие-то части этого контракта не описаны, либо проигнорированы по какой-то причине клиентам. Мы можем терять авторизацию пользователя, например, при протухании и обновлении токена. Мы можем неправильно обрабатывать ошибки rate limiting, когда вот как раз мы слишком быстро что-то дергаем на бэкэнде. И это может создавать эффект неработающего приложения, хотя просто нужно учитывать особенность работы бэкэнда. И, например, игнорирование кодов ошибок может приводить к искажению информации для пользователя. То есть сервер
например, отвечает некорректные параметры запроса, а клиент показывает сообщение, на сервере все сломалось. Пользователь не понимает, что происходит, все бегают в панике и машут руками. А если бы разработчик, в данном случае фронтенда, учел эту особенность контракта, такой проблемы бы не произошло. Либо если бы разработчик бэкенда описал эту особенность контракта. Как я уже сказал, здесь проблемы могут быть как в том, что контракт не описывается, часть контракта не описывается, так и в том, что она игнорируется. И вывод здесь такой, что важно в подобных системах как можно больше формализовывать контракт, и очень важно обращать на него внимание, а не просто воспринимать его как что-то необязательное к использованию. Вот. Да, здесь слайд, который мне нужно было чуть раньше показать, это то, о чем я уже говорил. И еще один пример, это более сложный вариант предыдущего примера, когда у нас есть не только сам фронтенд и бэкенд, которые общаются через контракт, но у нас есть еще системы, команда фронтенда и команда бэкенда. То есть мы в данном случае рассматриваем в качестве систем и фронтенд, и бэкенд, и отдельно команду фронтенда и команду бэкенда. Вот. Как уже было сказано в предыдущем примере, между бэкэндом и фронтендом есть определенный контракт, API. А вот в данном случае вопрос в том, что у нас в качестве контракта между командой бэкэнда и командой фронтенда. Здесь интересно то, что можно представить ситуацию, когда внутри команды, внутри вот этих команд бэкэнд, фронтенд, каждый человек работает как часы, все крутится идеально, все там баги закрываются, фичи выкатываются. Но если при этом никто не занимается контрактом между системами бэкэнда и фронтенда, то вряд ли получится склеить вот эти вот идеальный бэкэнд и идеальный фронтенд, потому что как раз область взаимодействия не учтена. И само по себе взаимодействие бэкэнд-команды и фронтенд-команды тоже может быть покрыто каким-то более-менее формальным контрактом. И, в принципе, в больших компаниях оно иногда так и делается. Пример такого контракта при разработке новой фичи может быть, например, такой. Сначала фронтенд-команда составляет список необходимого от бэкэнда функционала. И, кстати, для этого фронтенд-команда должна тщательно проанализировать требования, которые обычно через дизайн предоставляют, определить, чего может не доставать, и сказать бэкэнд-команде, вот нам нужны такие-то ручки, предположительно. Бэкэнд-команда получает этот список хотелок, описывает API-контракт, который бэкэнд-команда может имплементировать. И, кстати, для этого очень важно понимать нюансы, ограничения существующей системы. И получает подтверждение от фронтенд-команды, что все подходит, что будет достаточно тех ручек, которые остались после анализа бэкэнд-команды, или там те изменения, которые бэкэнд-команда внесла в проект этих новых ручек. В общем, они ничего не ломают для фронтенда. И после этого команды могут одновременно реализовывать функционал, делать ту самую идеальную работу, про которую я рассказывал чуть выше, и потом, если обе эти команды опираются на уже установленный API-контракт, все должно склеиться бесшовно, если не было ошибок на предыдущих стадиях. Проблема в реальном мире часто бывает в том, что такой формальный контракт по взаимодействию команд в боевых условиях, он сложно достижим. Клиент постоянно торопит, нужно баги чинить, тяжело каждый раз проходить всю эту цепочку, которая, кстати, довольно сильно на waterfall похожа по обсуждению API-контрактов. Вот. Поэтому часто вместо жесткой формализации имеет смысл, во-первых, повышать прозрачность всего этого процесса через регулярные созвоны команд, где процесс динамично происходит, то есть больше в сторону agile вместо waterfall. И при таких вот регулярных синках одна из важных вещей, которая происходит, это то, что обе команды более активно заглядывают за границы чужой системы. То есть, если помните, опять же, схему, под границами мы подразумеваем те области систем, которые отвечают за взаимодействие с другой системой.
И получается, в данном случае при частых синках бэкэнд-команда будет все время немножко в курсе того, как именно фронтенд-команда использует бэкэнд. А фронтенд-команда будет немножко в курсе того, там, например, почему бэкэнд сейчас не может такую фичу легко реализовать, потому что вот этот слой взаимодействия с фронтендом, у него там есть определенные ограничения. И это получается очень удобная штука, что обе команды хорошо знают нюансы и ограничения соседней команды, точнее, соседних проектов. И фронтенд-команде будет проще выкатывать адекватные требования и предложения, например, если они знают нюансы, с которыми сталкивается бэкэнд-команда. А бэкэнд-команде будет намного проще быстро анализировать новые хотелки фронтенд-команды и быстро давать советы, как можно сделать по-другому, как можно сделать лучше, как можно сделать оптимальней. Вот. И меньше будет вот этого баунсинга, когда это нам не подходит, а это плохо, а вы сделали не так, а вы сделали неправильно. Поэтому, как бы резюмируя, вот это вот знание кусочка чужой системы, с которой ты взаимодействуешь, оно очень сильно улучшает работу над контрактом системы и над самой системой в целом. Вот. Такой большой пример. Давайте посмотрим общие выводы. Они у нас такие. То есть вот мы говорили про системы, про границы систем, про контракты, которые описывают взаимодействие систем. И мне кажется, что вот эта вот тройка, она может быть такой довольно удобной абстракцией, или 3 довольно удобными абстракциями для того, чтобы анализировать существующие системы, проектировать новые. Полезно иногда посмотреть на наши технические штуки с точки зрения вот этих вот терминов. Если взаимодействие систем можно описать формальным контрактом, это стоит делать. Тут важно помнить, что помимо описания формального контракта, его нужно поддерживать. Он должен регулярно обновляться, он должен быть постоянно в соответствии с текущим состоянием системы, иначе он будет, по сути, обманывать. Вот. Еще один вывод в том, что вот эти самые системные границы, которые участвуют во взаимодействии, их лучше делать как можно уже, но понятно, что это не всегда реально. К этому нужно стремиться. Нужно стараться не раздувать их слишком сильно, потому что когда они слишком широкие, слишком большая часть одной системы участвует во взаимодействии с другой, и это размывает ответственность системы. То есть вместо того, чтобы заниматься своими задачами, большая часть системы занимается взаимодействием. И этот слой становится слишком сложным, слишком громоздким в обслуживании. Когда такое происходит, зачастую имеет смысл вынести вот этот слой взаимодействия в отдельную систему. И это может все упростить. Вот. А следующий вывод то, что систему лучше проектировать так, чтобы контракт был как можно более простым, потому что простой контракт легче поддерживать, им легче пользоваться, его легче понять, его легче переписать при необходимости. В общем, да, чем проще, тем лучше. Но важно, чтобы контракт был полным, без скрытых пунктов, как мы видели в примере с программным модулем. И если не получается описать взаимодействие формальным контрактом, то важно, во-первых, чаще обсуждать то, как система развивается, то, как она будет развиваться, то, в каком она состоянии сейчас, те самые частые синки. И важно разбираться не только в своей системе, но и в граничных областях соседних систем, хотя бы немножко, просто для того, чтобы быстрее и точнее понимать, как настраивать вот это самое взаимодействие своей системы с другой. Как-то так. Всем спасибо за внимание и хорошего дня.